Привет, друзья! С вами Лада, и в этом видео сплетем вот такую интересную пузатую корзиночку из газетных трубочек с ручкой-коряжкой. Если вам эта тема интересна, то присоединяйтесь к процессу. В этом видео я покажу и расскажу основные моменты ее плетения, также покажу очень подробно, как закрепляла ручку-коряжку на этой корзиночке. Ну а в следующем видео эта корзиночка будет участвовать в конкурсе, так что не пропустите, следующее видео выйдет очень-очень скоро. Ну и, конечно, в этом же видео я решила показать, как я красила эти газетные или бумажные трубочки для этой корзиночки. Здесь я смешала 3 колера в разных пропорциях. Это желтый, красный и коричневый. Смешивала до тех пор, добавляла тот или иной колер, пока не получила такой красный кирпичный цвет. Именно в такой цвет и покрасила трубочки, мне кажется, очень интересно получилось. Кстати, у меня на канале уже есть подробнейшее видео о том, где я показываю, как смешивать разные цвета колеров для получения дополнительных интересных оттенков. Кому интересно, ссылку на то видео оставляю в описании. Рецепт покраски трубочек с помощью колеров у меня достаточно простой. Я беру колер, смешиваю его с лаком и все это развожу водой. То есть на 100 мл воды я беру приблизительно 1,5-2 чайные ложки лака или пропитки и колера. Колера абсолютно кладу на глаз. То есть это может быть и 1 чайная ложка, и может быть половина чайной ложки. Все зависит от того, какой оттенок, цвет хочу я получить. И начинаю плести круглое дно. Для него я делаю следующую конструкцию, следующее основание. Я беру 12 трубочек, делю это количество пополам, по 6 трубочек и выкладываю их крест-накрест, то есть 6 на 6. И далее я эту всю конструкцию буду оплетать. И начинаю всю эту конструкцию, все это основание оплетать 2 трубочками, которые я соединила вот таким образом вместе. Плету веревочкой в 2 трубочки. Сначала я плету 2 ряда по 6 трубочек. Я плету эту конструкцию очень-очень аккуратно, оплетаю каждую группу трубочек очень плотненько, чтобы не было никаких просветов. Иногда я поднимаю всю эту конструкцию и плету на весу, оплетаю трубочками эти группы трубочек на весу, чтобы было удобнее. Здесь в этом кадре я показываю, что у меня проплетено 2 ряда по 6 трубочек. Далее я стала разъединять эти группы в 6 трубочек по 2 и уже плету 3-й ряд по 2 трубочки. Также плету очень аккуратно, стараюсь раздвигать эти трубочки равномерно, то есть чтобы между ними получилось одинаковое расстояние. Здесь я показываю, что у меня в общей сложности проплетено 11 рядов, то есть получается 9 рядов по 2 трубочки и 2 ряда по 6 трубочек. И сейчас я вижу, что расстояние между группами трубочек очень-очень стало большим, и я сейчас просто разъединяю эти группы трубочек в 2 по одной и уже начинаю плетать по одной трубочке. Если вы, например, плетете, и у вас уже по одной трубочке стало, и вы все-таки увеличиваете вот этот диаметр вашего донышка, и расстояние между трубочками тоже увеличивается, а вам нужно плести еще и плести, то на этом этапе также добавляйте дополнительные трубочки между уже имеющимися стойками, потому что когда у нас расстояние между трубочками, между стойками большое, то плести не очень комфортно, особенно для начинающих. Поэтому лучше всего добавить дополнительные трубочки здесь. Приблизительно размер донышка меня уже устраивает. Я уже плету 3-й ряд по одной трубочке, оплетаю. В принципе, я могу здесь закончить, переворачивать и плести уже стенки корзиночки. Вот здесь никаких нет универсальных рецептов, а сколько же рядов нужно в общей сложности проплести, или какой размер донышка у меня. На самом деле каждый приспосабливает эту технику плетения под себя. То есть, если вам нужно диаметр донышка сделать 30 сантиметров, то, пожалуйста, плетите столько рядов, сколько влезет в ваши 30 сантиметров. А у каждого все индивидуально, понятное дело, что и трубочки разные, и техника плетения разная, плотность плетения разная, поэтому я показываю лишь принцип работы, а там вы уже решаете и смотрите по вашей ситуации. И вот такое донышко у меня получилось, это лицевая сторона, и сейчас я переворачиваю всю эту конструкцию для того, чтобы не менять положение рабочих трубочек и ими вот в том направлении, в котором я привыкла это делать, плести. Здесь на меня смотрит изнаночная сторона, я кладу небольшой листок фетра для того, чтобы эта сторона у меня не стиралась, и на это все грузик. Сейчас буду плести стенки корзиночки. И стенки корзины я начинаю плавно плести, плавно приподнимать стойки.
То есть это не сразу на 90 градусов, это приблизительно сначала градусов на 30, может быть, потом градусов на 45, ну то есть постепенное поднятие идет. Здесь у меня форма пузатенькая у корзиночки будет, поэтому я придерживаюсь этого плана, этой формы, этой конструкции. Мне кажется, что в своих видео я уже очень подробно показывала эти моменты плетения пузатой формы у корзиночки, и я не буду в этом видео на этом зацикливаться. Если что, я обязательно в описании под видео оставлю ссылку на плетение похожих корзиночек, так что заглядывайте туда обязательно. Раскрою один мой секрет. Мои пузатые корзиночки никогда не получаются одинаковые. Вот что бы я ни делала, вроде использую одну и ту же схему плетения, положение рук у меня одно и то же, но не получается в этом плане, и все. Корзиночки всегда разные, хоть и пузатые. В этом тоже есть своя прелесть, это все-таки ручная работа, мы не роботы. И, конечно, каждая работа несет в себе какую-то оригинальность, индивидуальность. И, в общем, это всегда интересный процесс. Мне кажется, что по высоте я уже проплела столько, сколько мне нужно. Сейчас я просто смотрю на корзину, смотрю на ее форму, устраивает ли она меня, может что-то изменить мне в ней хочется, хотя уже, конечно, поздно что-то в ней менять. Сейчас я немножечко прикладываю ручку-коряжку, смотрю, как она будет с этой ручкой-коряжкой смотреться. Хотя вот на момент съемки этого видео я подумала, что эта корзиночка точно будет без ручки-коряжки, но все поменялось. И следующий этап плетения корзиночки я буду делать ажурные вставки или прорези, и для этого я эту корзиночку делю на две части и намечаю серединные трубочки, стойки. На этих трубочках я креплю прищепки, чтобы эти трубочки я впоследствии не потеряла, и прихожу к плетению ажурных вставок. Плетение ажурных вставок на самом деле дело очень простое, то есть я продолжаю рабочими трубочками плести по кругу корзиночки, как и плела, но только вот в этих местах, где я отметила серединные стойки, я делаю небольшое возвышение. А делаю я это возвышение при помощи прищепок. То есть прищепками я определяю высоту моей ажурной вставки вот таким вот образом. Ну и рабочими трубочками я сначала плету, непосредственно поднимая их вверх, а затем опуская, и получается вот такая вот прорезь, ажурная вставочка у корзиночки. Вместо прищепок можно здесь поместить какой-нибудь кусочек, полоску картона, который будет держать вот эту высоту и не даст рабочим трубочкам слишком опускаться вниз. Но, в принципе, и прищепки тоже устраивают. Здесь внимательно смотрите на то, чтобы прищепки не травмировали стойки, потому что стойки в этих местах будут находиться как бы лицом к нам. И, конечно же, здесь очень важно, чтобы они выглядели пристойно. Кстати, в моих первых мастер-классах по плетению из газет я как раз-таки показывала плетение корзиночек вот с такими ажурными вставочками. Мне тогда они очень-очень нравились. Видео есть на канале, вы можете их посмотреть. Кому интересно, я ссылки обязательно оставлю в описании под видео. Посмотрите, как все начиналось. После начала плетения ажурных вставок я проплела 6 рядов, и сейчас я смотрю, как ручка-коряжка будет здесь у меня смотреться на корзиночке. В принципе, мне этого достаточно, то есть достаточно той высоты, которую я проплела, и я сейчас убираю рабочие трубочки точно так же, как делаю это в последнее время, то есть перед стойкой.
Сначала одну трубочку вот таким образом убираю, и затем вторую. Вот эти прищепки, которые вы видите на ажурных вставках, я их пока не убираю для того, чтобы вся вот эта конструкция у меня не опустилась. Когда уже вы будете уверены, что у вас ничего не упадет в этих ажурных вставках, то тогда можно и убирать эти прищепки. Или вот ту полоску бумаги, которую вы туда вставляли. Ну и сейчас я проверяю по высоте, как у меня сплетена корзиночка, все ли равномерно у меня здесь. Я использую для этого две линеечки. Ну, мне этот способ наиболее удобен оказался. Ну и если все в порядке, я перехожу к следующему этапу, то есть начинаю плести загибку. На загибке я здесь останавливаться подробно не буду, потому что уже у меня было очень подробнейшее отдельное видео по плетению этой загибки. Обязательно ссылку я оставляю в описании и в верхнем углу видео в подсказках. Но скажу лишь то, что именно для загибки в этой корзиночке я использовала трубочки, накрученные на спицу 1 мм. То есть вообще рабочие трубочки для плетения этой корзиночки у меня были накручены на спицу 1,3 мм, а именно для загибки я брала трубочки, накрученные на более тонкую спицу, для того, чтобы они были более плотные, потому что именно вот такая загибка коса, она требует таких достаточно плотненьких трубочек. Здесь добавлю следующее. Во время плетения этой корзиночки я один раз наращивала стойки. Наращивала стойки я обычным способом, как и наращиваю рабочие трубочки. То есть я уже имеющиеся стойки срезала под углом, сложила кончик пополам и вставила их в новые стойки. А для новых стоек я брала те трубочки, которые были накручены на более тонкую спицу на 1 мм, уже более плотные, потому что я знала, что эти стойки у меня пойдут для плетения загибки. Ну и так как я здесь хотела сделать загибку двойными трубочками, то, конечно же, к уже имеющимся стойкам я добавила по одной новой трубочке, точно таких же трубочек, более плотных, накрученных на спицу 1 мм. Укладываю трубочки в загибки я очень-очень аккуратно. Делаю это для того, чтобы не было никаких заломов, никаких трещин. Конечно, без этого не обойтись, и какие-то минимальные заломы, трещины, они все равно будут. Если вы все-таки не уверены в качестве своих трубочек, то вы можете попробовать ставить в эти трубочки стойки для загибки леску. И тогда с леской они более-менее будут ложиться гладко и более качественно. И загибка будет похожа, как будто бы вы плели из лозы. Ну а если вам нравится вот такая мягкая неидеальность, то вы можете не вставлять в трубочки леску, а делать загибку из тех трубочек, которые вы плетете. Но, конечно, лучше всего, чтобы вот слишком сильных заломов на этой загибке все-таки не было. И в качестве ручки для этой корзины я подготовила вот такую коряжку. Это не настоящая коряжка, я ее делала сама своими руками, и в этом видео вы можете посмотреть подробный мастер-класс по ее изготовлению. Загибка готова, и сейчас я займусь ручкой-коряжкой, над которой я думала очень долго. Корзиночка была уже давно сплетена, и я недели полторы ходила вокруг нее да около и кумекала, подходит ли к ней ручка или не подходит. Долго не могла определиться, устраивала многочисленные опросы и в Инстаграм, и в Ютубе. Но все равно решилась добавить сюда ручку-коряжку, и знаете, я не пожалела, потому что именно с ней корзиночка приобрела именно законченный вид. Да, на фото и, может быть, даже на видео эта ручка-коряжка смотрится достаточно массивной, но поверьте, в жизни она более изящная, чем ее показывает камера. Ну и сейчас начинаю процесс закрепления ручки-коряжки на корзиночке. Одна у меня готова сторона, и сейчас я займусь второй стороной. Я беру трубочку, срезаю у нее небольшой кончик с двух сторон, чтобы она хорошо проходила между плетеными рядами. Здесь, конечно, я показываю свой вариант закрепления ручки коряжки на корзиночке. У вас может быть, естественно, свой вариант. Здесь я обязательно капаю клеем моментом кристалл, но это полимерный клей, можно титан взять, для того, чтобы вот эта трубочка плотненько зафиксировалась внутри. Ну, буквально капельку оставляю туда. Не нужно слишком много, обильно поливать этим полимерным клеем, потому что он тоже оставляет следы. Не очень хорошие, такие желтоватые, и это тоже нужно учитывать. Закрепила трубочку и начинаю сейчас обвивать ей вот эту всю конструкцию, коряжку вместе с плетеными рядами. То есть получается, я захватываю загибку и один плетеный ряд под загибкой.
У меня получается оплетание вот этой всей конструкции крест-накрест. Ну, я показываю лишь принцип, как я это делаю, у вас это может быть по-другому. Если вы боитесь того, что что-нибудь там отпадет, может быть, развалится, конечно, на этот счет переживать не стоит, потому что все это достаточно крепко держится. Но если уже вы очень сильно боитесь, то вы сначала можете закрепить вот эту коряжку корзиночки именно тонкой проволокой или какой-нибудь леской. Но скажу по опыту, что все это очень хорошо держится, особенно если трубочки у нас с вами обработаны лаком или пропиткой, они вообще просто очень-очень крепкие, прочные, и сама ручка-коряжка будет достаточно крепко на них держаться. Продолжаю делать обвитие, продолжаю укреплять и скреплять коряжку с корзиночкой. Здесь, если заканчивается рабочая трубочка, я ее наращиваю на другую. Делаю я это при помощи полимерного клея «Момент Кристалл». Можно любой другой полимерный клей использовать. Можно использовать и ПВА. Просто использую здесь полимерный, потому что он быстрее схватывает, чем ПВА. Таких переплетений на коряжке из рабочей трубочки я делаю 3 раза, то есть получается 3 крестика на коряжке. И уже потом я убираю рабочую трубочку именно так, как на видео. И, конечно же, внутрь я обязательно капну клея. Ну, здесь у меня полимерный клей, можно ПВА использовать. И, конечно, напоминаю, что не капайте слишком много клея, потому что иначе он оставит некрасивые следы. Ну вот, в принципе, наша корзиночка и готова. Остались последние штрихи. Все торчащие трубочки я обрезала, все подправила. И сейчас я буду подправлять некоторые места в этой корзиночке. То есть, конечно, при плетении загибки, при плетении рядов где-то образовались небольшие, буквально микроскопические трещинки. И я это все хочу замаскировать. Что я делаю? Я беру, ну, буквально 2 капелюшечки того раствора, в котором красила вот эти рабочие газетные бумажные наши трубочки, которыми плела корзиночку и загибку. И разбавляю все это дело с лаком. То есть, по сути, я сейчас лакирую, только лак я немножечко затонировала в цвет своей корзиночки. И вот именно этот состав, он не только лакирует, он еще и маскирует все вот эти микротрещинки на корзиночке и выравнивает тон. И вот в таком виде корзиночка уже приобретает более законченный, более идеальный вид. После такой оттеночной лакировки я еще раз лакирую корзиночку, только уже без всякого добавления цвета, просто чисто лаком. Ну и сейчас смело могу объявить о том, что корзиночка готова, полностью готова к тому, чтобы ее использовать. Посмотрите, какая интересная она получилась, какая у нее интересная форма. Может быть, некоторым она не понравится, но я такой формой лично тащусь, просто тащусь. Может быть, какие-то моменты вам не были понятны в этом видео, обязательно пишите в комментариях ваши вопросы, обязательно заглядывайте в описании под видео, там я постаралась оставить ссылки на те видео, которые вам пригодятся для плетения этой корзиночки. Конечно же, вот этот видеоурок, он не может вместить все моменты плетения этой корзиночки от А до Я, иначе он длился бы очень-очень долго, но я очень надеюсь, что вам это видео понравилось, вам это видео пригодится и будут понятны эти основные моменты, и вы сможете это все повторить. Если вы на канале впервые, то обязательно подписывайтесь, здесь вы найдете вдохновение, а я благодарю вас за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши репосты в соцсетях, вы меня очень вдохновляете на новые интересные видео для вас. Желаю вам легкого плетения, увидимся в следующих трансляциях и видео. Кстати, в следующем видео не забудьте, что мы разыгрываем эту корзиночку, и не только эту корзиночку, будет сюрприз. Пока-пока, друзья!